В ночь с 18 на 19 марта Владимир Путин посетил Мариуполь. После того, как на его арест Международный уголовный суд выписал ордер, мы можем сказать безо всякой издевки: подозреваемый явился на место преступления. К сожалению, дискуссия об этом знаковом событии быстро перешла в русло какой-то дремучей конспирологии. Дескать, царь не настоящий, вместо Путина в Мариуполь якобы прибыл его двойник. За этими нелепыми разговорами осталась почти незамеченной реальная подмена. На официальном сайте президента России Кремлин.ру тихонько подменили видеозапись репортажа из Мариуполя. К счастью, интернет все помнит. В настоящий момент на сайте президента выложена вот эта вот видеозапись. Обратите внимание на стоящего позади Путина заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Стоящий с улыбкой Хуснуллин без какой-либо видимой причины меняется в лице, начинает оглядываться и суетиться. Однако понять, что же так встревожило вице-премьера, по данной видеозаписи невозможно. Если посмотреть код страницы, то нетрудно обнаружить, что изначально на сайт был загружен другой видеоролик. То есть оригинальное видео заменили отредактированным. Однако из интернета сложно удалить что-то бесследно. Сейчас вы увидите фрагмент оригинального видеоролика, который потом вырезан. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Да, конечно, очень. Современно. Хорошо. Я просто держу. Спасибо вам. Извините, Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней. Какая-то смелая женщина смогла прокричать: «Это все неправда, это все на показ». Наша редакция не первая, кто обратил внимание на подмену. Ранее об этом написали «Медуза» и «Инсайдер». Тем не менее, я благодарю аудитора по информационной безопасности Ивана Сорокина, который специально для нашей редакции покопался в коде страницы и зафиксировал конкретные доказательства подлога. Не то чтобы раскрытие этой подмены как-то переворачивало наши представления о событиях, но оно, по крайней мере, заслуживает большего внимания, чем бессмысленные разговоры о путинских двойниках. Сегодня у нас будет многоплановое видео. Мы взглянем на судьбу Мариуполя с необычной стороны, а в самом конце даже проведем параллель между инцидентом во время приезда Путина в Мариуполь и одним малоизвестным событием из истории. Однако перед этим нам необходимо вновь поговорить о том, как телевизор манипулирует эмоциями зрителей. Да, это изъезженная нами тема, мы проговаривали все это раз 20. Но дискурс о нацистской Украине – это просто фундамент этой войны, которая идет уже больше года. Постоянно повторяющиеся тезисы про украинский нацизм, которые транслируют российские медиа, заставляют даже нормальных людей, если даже не поддерживать, то смириться с артиллерийскими и ракетными ударами по городам и селам Украины, смириться с гибелью украинских граждан. Вот поэтому и нам приходится методично, снова и снова разоблачать манипуляции и спекуляции. С 2012 по 2016 год я был муниципальным депутатом Московского района Щукино. Это был очень полезный опыт – посмотреть на путинскую вертикаль власти изнутри, пускай даже находясь в самом низу этой вертикали, в оппозиционной фракции в одном муниципальном совете в Москве. Щукино дало мне одну важную прививку, помогающую не поддаваться на манипуляции отечественного телевидения. Так сложилось, что из года в год именно в Щукино проходили марши националистов и неонацистов. Ультраправые у нас, кстати, маршировали аж до 2019 года включительно. И перестали они это делать исключительно из-за коронавирусных ограничений. Причем я не передергиваю. На 4 ноября и даже на 1 мая посреди бела дня у нас, в одном из лучших районов Москвы, ходили не только националисты, но и нацисты. Вот, например, на этом видео как раз первомайское шествие. Нацизм, если что, это сокращение от понятия национал-социализм. И его поборники у нас до пандемии свободно расхаживали по улице маршала Бирюзова, отчего участник Великой Отечественной войны и герой Советского Союза Сергей Бирюзов наверняка вертелся в гробу как юла. Обратите внимание на этот транспарант. Внизу подписан лозунг «Каждому свое». Такая надпись была выкована на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд. Так вот, при желании можно преподнести информацию так, будто в районе Щукино сплошные нацисты. Не пройти, не проехать. Будто никакой иной жизни в Щукино нет. Однако я жил в Щукино и прекрасно видел, что это не так. Достаточно просто зайти на официальный сайт района, чтобы увидеть.
что в течение 364 дней, помимо 4 ноября и иногда 1 мая, помимо этих дат проходят совершенно адекватные события. И более того, даже 4 ноября на соседней от маршала Бирюзовой улице, маршала Василевского, например, шла нормальная жизнь. Буквально через 200 метров щукинцы гуляли по Щукинскому парку. Через 900 метров сотни людей обедали, смотрели кино или делали покупки в торговом центре «Щука». Они могли даже не догадываться о том, что рядом происходит нацистский марш. А если бы посетителям «Щуки» внезапно бы рассказали, что Щукина необходимо денацифицировать, они бы страшно бы удивились. Если бы ради освобождения Москвы от нацистов кто-то разнес бы снарядами и ракетами и Щукинский парк, и торговый центр «Щука», и окрестные жилые дома, то щукинцы совершенно логично посчитали бы таких освободителей врагами. Врагами, от которых нужно защищать свой район, свой город и свою страну. Мне не раз показывали душещипательные видеосюжеты о том, как в Киеве на 1 января выходят поклонники Степана Бандеры. Меня спрашивали, мол, после этого ты будешь отрицать, что в Украине есть бандеровцы. А я не буду отрицать. Я понимаю, что в огромном Киеве 1 января уже буквально через пару сотен метров от Бандеровского марша люди спокойно праздновали Новый год. И об этом Бандеровском марше они потом узнавали от российских репортеров, которые представляют небольшое уличное событие, как разгул ультраправых радикалов по всей Украине. Спрашивается, а как физически находясь в России понять, какова в Украине общая картина? Что является совершенно незначительным событием, пустяком, не стоящим выеденного яйца, а что является частью украинской повседневности? Ответ таков. Во-первых, не следует полагаться на телевизионщиков, которые из 100 тысяч фактов очень пристрастно выберут сотню, удобную именно им. Во-вторых, следует работать с первоисточниками, заходить на сайты украинских городских и районных администраций, отматывать ленту новостей на 2021 год и смотреть, что там писали. Смотреть на жизнь украинцев как бы изнутри. Так вы поймете, какая у них была повседневность в последний год перед войной. Можно таким образом посмотреть изнутри на украинские власти. Действительно ли они там славили нацистов и их пособников? Или же точно так же, как мы в России, официально отмечали День Победы 9 мая и День памяти и скорби 22 июня. Клали цветы к монументам Великой Отечественной войны. Действительно ли украинские чиновники преследовали и подавляли русскоязычных граждан? Или же добрая половина госслужащих в Украине сами говорили по-русски? Тут неожиданно стал вопрос потеснения русского языка. Я сейчас разговариваю на русском языке, никто меня не притесняет, и жители Мариуполя в том числе. Вернемся в Мариуполь. Сегодняшнее видео мы выпускаем в годовщину почти никем не замеченного, но оттого не менее трагичного события в жизни города. Год назад в результате вторжения российской армии была уничтожена школа номер 66. Одна из лучших школ города. Гордость Мариуполь. Эти фотографии с результатами обстрелов были сделаны 25 марта 2022 года. Школа эта открыла свои двери в 1990 году. Типовое советское здание из серого силикатного кирпича. В 2018 в школе был капитальный ремонт и полная реконструкция. С внешним обликом здания обошлись деликатно. Его не стали ни покрывать уродливым вент-фасадом, ни раскрашивать в какие-то попугайские цвета. Фасад почистили и аккуратно оживили геометрическими линиями с уважением к архитектуре массового советского модернизма. Зато изнутри школа преобразилась полностью, посмотрите.
Чтобы узнать, чему учили мариупольских детей под властью киевской хунты, мы обратимся не к Первому каналу и не к украинским медиа, а к официальному сайту самой этой школы. Сомневаюсь, что модератор сайта мог предугадать, что именно сайт 66-й школы однажды предстанет перед 1,5-миллионной аудиторией, и потому там предусмотрительно что-то замел под ковер или подкрутив. Тем более мы в начале ролика выяснили, что следы замести не может даже целая администрация российского президента, а тут мариупольская школа. Конечно, не могло такого быть. Ну так вот. Новость от 8 мая 2021 года. Там рассказывается о 2 украинских памятных датах. День памяти и примирения и День Победы. Вопреки лжи из российского телевизора, День памяти и примирения 8 мая в Украине не заменил собой, а лишь дополнил День Победы 9 мая. Ни один праздник заменили на другой, чтобы все было не как в России, а просто сделали 2 памятных дня вместо одного. Строго говоря, украинские граждане в своей стране, Украине, имеют полное право учреждать, упразднять и менять одни красные дни календаря на другие, как хотят. Это вообще-то их дело, как жить в своем государстве. Но раз уж российские медиа врут о том, что 9 мая в Украине было под запретом, грех эту ложь не разоблачить. Цитирую новость из 2021 года с сайта школы номер 66. 9 мая заставляет снова задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Мы надеемся, что дети будут узнавать об ужасах войны только по хроникам, архивным записям и фильмам. Пусть не сотрутся из нашей памяти те дни, а празднование Дня Победы станет залогом того, что подобное не произойдет больше никогда. Желаем мирного неба. Пусть жизнь будет счастливой, здоровье крепким, а между людьми царит взаимопонимание. С Днем Победы всех нас! 1 октября 2021 года на сайте школы опубликована новость о специальном уроке памяти, посвященном Бабьему Яру. Это место на окраине Киева, где 29 и 30 сентября 1941 года нацистами и их пособниками были убиты более 34 тысяч евреев. В годовщину трагедии в Бабьем Яре в школе 66 ученики вспоминали также и жертв Холокоста в Мариуполе. На сайте школы есть методические материалы «Трагедия Холокоста в Мариуполе при оккупационном режиме» и «Судьба евреев Мариуполя в годы Второй мировой войны». 28 октября – 77-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины. 29 октября 2021 года на сайте школы появляется информация о том, что Верховная Рада Украины учредила новый государственный праздник – День ответственности человека. В этот день учащиеся должны знакомиться с Декларацией ответственности человека, которую составил украинский экономист и мыслитель Богдан Гаврилишин. Давайте и мы ознакомимся с текстом этой декларации. Может быть, в нем есть какая-то русофобия? Вот сайт фонда Богдана Гаврилишина. На нем опубликована Декларация ответственности человека из 15 пунктов, которые должны изучать украинские школьники. Говори правду, поддерживай свое здоровье, учись, развивай свои таланты, относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Будь свободным человеком, то есть будь сам судьей того, что есть правда, а что нет. Стремись к гармонии между личной, профессиональной и социальной жизнью, не ограничивай прав других членов общества. Дальше идут пункты про решение проблем, про семью, родительство, общество, окружающую среду, страну, про будущее поколение и про мир. В последнем, 15-м пункте, очень полезные советы. Будь толерантным и относись с уважением ко всем расам, этническим группам, религиям, языкам и обычаям. Изучай разные языки и хотя бы базовые вещи о других цивилизациях. Да вот эту часть декларации да золотыми буквами повесить в студиях всех российских государственных телеканалов. Так, чтобы было постоянно перед глазами у ведущих. Вот честно, не зашел бы на сайт Мариупольской школы, не узнал бы, что есть Декларация ответственности человека и целый праздник в ее честь. Это, кстати, тоже важное отличие работы журналиста от работы пропагандиста. Когда ты только знакомишься с материалом, у тебя нет заранее подготовленных тезисов и выводов. Вот и я узнал что-то новое. И вообще, эту декларацию бы и в российских бы школах изучать. Ну ладно, что у нас тут дальше? 18 ноября 2021 года Международный день толерантности. В качестве иллюстрации
Прикольная картинка, показано несколько цыплят, и один из них с ирокезом. И цитата: «Толерантный человек никогда не будет оскорблять тех, кто отличается от других». Наконец, одна из последних предвоенных новостей. До вторжения остается всего 1 месяц. В школу со своим мастер-классом приехал заслуженный артист Украины Андрей Луценко. Посмотрим фрагмент той встречи. Така худенька, така гарненька, але ви зараз почуєте, яка в неї мощь. Ця дитина буде думати, чи студент буде думати не про те, як би мені голосно і красиво розказати, а включиться, як би донести думку вірша, який написав автор, і я це думаю. Хочу прочитать стих. Глеб Добрынский, «Эспрессо». Если можно, то мне эспрессо. Новостей, немного денег. Путешествовать, меньше стресса, больше нежности. Без истерик. Шоколадку. Доброе утро. Настроение и улыбок. А еще давайте утку, запеченную, или рыбу. Больше молодость, позже старость, 2 детей, а там уже и внуков. И здоровье. Вот бы подарок. К черту грыжу и близорукость. А еще бы побыть успешной. И портрет хочу, но все же лучше в профиль. Ой, вы простите меня, конечно, замечталась мне черный кофе. Через месяц после того, как школьница, имени которой мы не знаем, прочитала стихотворение на чистейшем русском языке, началась война. Предлогом была необходимость освободить русских на Донбассе, только непонятно от чего. От домов, от городов, от школ. Через 2 месяца после того, как русскоязычная, возможно, и русская по национальности ученица прочитала эти стихи, 66-я школа была уничтожена российским ударом. Жива ли сама школьница, мы не знаем. Через год в Мариуполь приехал Путин, и какая-то смелая женщина выкрикнула: «Все неправда, все напоказ». И это, конечно, так и есть. И это очень напоминает историю, произошедшую в 1944 году. Тогда нацисты устроили для Красного Креста показушную инспекцию в концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц. Для этого был подготовлен специально отдельный барак с кроватями, подушками и чистыми простынями. Отобрали узниц, которые должны были свидетельствовать о том, как в Аушвице хорошо. Но одна из них, имени которой мы не знаем, успела крикнуть представителю Красного Креста то же самое. Все это неправда. Это все напоказ. До завтра.